Сегодня у нас очень важная и трагическая годовщина. Ровно год назад был убит Алексей Навальный. 16 февраля 2024 года – это дата, значимая для всех политически активных граждан России. Дата, которая останется с нами навсегда. Это как 24 февраля 22-го. Никто из нас никогда не забудет, что делал в этот день и как узнал о гибели Алексея. Повторю то, что говорил ровно год назад. Мы все восприняли гибель Алексея как личную утрату. Навальный ни для кого не был посторонним. Он всегда был с нами. Мы привыкли, что он всегда где-то есть. Приходит к нам со своими расследованиями, с кем-то в очередной раз ругается в Твиттере, отвечает на вопросы в своей четверговой передаче, идет на выборы, куда его не пускают, а он все равно идет. Он умел создавать мир вокруг себя и всех в этот мир затягивать. Он был редким и исключительным примером, настоящим субъектом не только российской оппозиции, но всей нашей политики. Последние 3 года своей жизни Алексей Навальный провел в ужасающих пыточных условиях. Режиму, против которого Навальный боролся, недостаточно было его просто посадить. Все 3 года без перерыва над ним издевались. Но даже в этих условиях он продолжал быть где-то рядом, не жаловался, не погружал нас в панику и отчаяние. И при каждом удобном случае говорил с нами тем голосом, к которому мы привыкли. Голосом, полным насмешливой иронии. Навальный в своих судебных речах, в посланиях через адвокатов, в эпизодах автобиографии, написанной из тюрьмы, оставался тем же Навальным, которого мы читали в ЖЖ, а потом смотрели на Ютубе. Который относился к своим мучителям не как к всесильным злодеям, а как к нелепым недоумкам, случайно дорвавшимся до власти и бабла. Ваша честь. Я жду, я вам отправлю номер своего лицевого счета, чтобы вы с вашей огромной зарплатой федерального судьи подогревали мой лицевой счет, потому что деньги у меня заканчиваются, а благодаря вашим решениям они закончатся еще быстрее. Так что присылайте. Несгибаемый человек – это штамп. Но в случае с Навальным этот штамп совершенно справедлив. Переживая на порядок большее страдания, чем способен выдержать нормальный человек, Алексей остался собой. Его язык, его отношение к жизни осталось таким же, как прежде. Что, смотрели «Веном 2»? Чего? «Веном 2». Это самый популярный фильм такой. По всей кинотеатрах идет. Вы вообще вот в тюрьме сидите. Екатерина Шульман сразу после его гибели нашла очень хорошую формулировку про Алексея. Он не просто верил в свою прекрасную Россию будущего. Он в этой России будто бы жил. У него было очень четкое представление о норме. О том, что Россия естественным образом должна быть дружелюбной и демократической страной, одним из лидеров свободного мира. Что Россия в нормальном своем состоянии – это прекрасная страна, а Путин и его дружки – не Россия, не производная от России. Это паразиты, которые страну уродуют, выкачивают ресурсы, воруют будущее. И все это не по какой-то сложной причине, а только для того, чтобы построить себе железобетонный коровник на 20 тысяч квадратов и жить за высоченным забором, как диснеевская принцесса. Невосполнимая утрата – это еще один штамп. Но опять же, он тут к месту. Алексей Навальный был политическим явлением, которого больше нет. Никто не будет вторым Навальным. У нас, конечно, будут новые политические лидеры, но Алексей останется в истории самим собой. Пока Навальный оставался собой, пока он был агентом нормы, режим вокруг него эволюционировал. Когда-то режим был настолько уверен в себе, что мог позволить Алексею участвовать во вторых по значимости персональных выборах в стране. Рассчитывая на разгромную победу, Навального допустили до выборов мэра. Очень об этом пожалели и впредь таких ошибок не повторяли. Менее 1,5% голосов спасли Собянина от второго тура. 37 тысяч голосов москвичей всего-то. От тура, где по доброй российской традиции кандидат от власти проигрывает со 100% вероятностью. От второго тура, который мог изменить сам ход российской истории. Еще долгие годы после этого режим мог уживаться с Навальным, который был никуда, конечно, и никогда не допущен, везде заблокирован. Само его имя находилось под строжайшим запретом, но тем не менее этот антипутин мог существовать, мог вести в России публичную деятельность. Мы доподлинно не знаем, почему эта реальность закончилась в августе 2020-го. Почему Путин решил, что Навальный теперь устроит его только в могиле? Можно предположить, что уже тогда было принято решение о полномасштабном вторжении в Украину. И, само собой, ни в какой реальности невозможно представить Навального живым и функциональным в этот момент.
Череда счастливых случайностей, профессионализм врачей скорой помощи в Омске, успешная терапия в Германии позволили Алексею пережить отравление. Он был на волоске от смерти, но смог выжить. Я не буду давать оценку его решению вернуться из Германии, едва только состояние здоровья это позволило. Это решение могло быть принято только по одной причине. Потому что в картине мира, в реальности Алексея, принять какое-то другое решение было невозможно. Давать советы задним числом убитому человеку, в чем кто-то упражняется, жанр не слишком достойный. Тем не менее, еще 3 года Путин смог терпеть Навального в тех условиях, которые создал ему за решеткой. Когда Алексею очень трудно говорить со своей аудиторией, но он существует, он живет. Год назад закончилось и это. Навальный перестал устраивать Путина даже в одиночной камере за полярным кругом. Алексей стал устраивать Путина только в могиле. Как и почему конкретно было принято решение отравить Алексея в 2020 году? Каким именно образом и с какими в точности мотивами его убили в тюрьме год назад, все это мы когда-нибудь узнаем. Факт в том, что режим настолько сошел с ума, что не может сосуществовать с тем, кто о его сумасшествии и ненормальности напоминает одним своим присутствием. Не мог Путин допустить участие Навального в обмене заключенными, который случился спустя несколько месяцев. Алексей не того типа человек, от которого можно избавиться, просто выдавив за границу. Он бы нашел способ откуда угодно напоминать уродам, что они не Россия, что они ее враги. Обычно из всего происходящего, даже из трагедии, мы стараемся извлечь какой-то политический смысл, найти какую-то благую весть в конечном итоге. Иначе бы наш канал за последние 3 года просто превратился бы в хроники вялотекущего суицида. Но память об Алексее не тот случай. Его убийство оставляет только скорбь. Путин убил хорошего и смелого человека. Мы теперь живем без Алексея. С нами осталась только утрата. Тем не менее, давайте помнить, чем Алексей для нас был, чем он был ценен. Антикоррупционное расследование, как и любая другая форма его активности, это лишь способы публичного выражения. Главное, Алексей был для нас источником бесконечного оптимизма. Навальный ни на одну секунду не верил в незыблемость зла. Время правления Путина для него неприятный, уродливый, агрессивный, кровавый, слишком надолго затянувшийся, но все-таки переходный период. Он из того поколения, которое пусть в подростковом возрасте, но застало то изумительное явление, когда режим, построенный на железной идеологии, пронизывающий собой все государство и общество, казавшийся всем вечным, при котором все на тот момент живущие выросли, этот режим просто в 3 дня слинял, развалился в пыль, и не нашлось ни единого человека, который не то что вышел бы его защитить, который про него доброе слово бы сказал. С таким опытом всерьез верить, что вот это все навсегда, всерьез вестись на раздутые от важности щеки пожилых чекистов, скорее невозможно. Невозможно всерьез относиться к жабе на трубе, когда на твоих глазах рухнул целый союз. Может быть хреново, очень хреново и даже запредельно хреново. Но все это совершенно точно не навсегда. Все это закончится. Прекрасная Россия будущего наступит не потому, что кто-то этого хочет или нет, а потому что это неизбежно. Этой своей убежденностью он до жути бесил Путина и его халуев, постоянно напоминая, что они не строители империи, не потомственная аристократия, а мелкотравчатое жулье, без принципов, чести и понятий. Жулье, которое лишь по исторической случайности получило власть и столь же легко ее потеряет, не попадет ни в какие учебники истории, а просто останется временной нелепицей, испортившей много крови, но успешно пережитой. Во времена невообразимого кровавого ежедневного пиздеца, которому не найдешь цензурного описания, бессмертное наследие Навального заключается в понимании: происходящее не норма. Так не должно быть. Все это совершенно точно закончится. Закончится на наших глазах. Это послание не могло не раздражать Путина и его приссных. Ведь они в глубине души тоже отдают себе отчет в том, что они самозванцы, временщики, что после них не будет никакого наследия, что все закончится максимум в момент их физической смерти. Отсюда такая тяга оставить за собой хотя бы кровавый след, ведь другого-то не будет. Алексей не смог выжить, но если мы сможем, то точно увидим финал того, что кажется бесконечной катастрофой, но на самом деле это катастрофа конечная. Сегодня мы вспоминаем этого в высшей степени храброго и уникального человека. Алексей Навальный похоронен в Москве на Борисовском кладбище.
По всему миру, за пределами России, пройдут акции памяти. Если вы находитесь за границей, то имеет смысл посмотреть, где поблизости будет проходить такая акция, и найти для нее время, чтобы вспомнить Алексея, чтобы посмотреть друг на друга. До завтра.